Трамвай стучит по рельсам и просто так стучит. На общественном транспорте Екатеринбурга появится видеокамера для фиксации нарушений правил дорожного движения. Ловить будут тех, кто ездит по трамвайным путям и по полосам общественного транспорта. На трамваях и на троллейбусах. Давайте с вами поговорим про то, к чему эти системы приведут и насколько они действенны будут. Ну, потому что, когда ставят автоматические системы фото- и видеофиксации правонарушений, там сразу поднимается волна критики, причем вот такого обычно свойства. Типа, система не различает правонарушителей, и в правонарушители записывает людей, которые вполне достойно ездят. Иван, вы, когда работали на трамвае, фиксировали при помощи мобильного телефона нарушителей. Зачем эта система нужна? Нет, ну тут это заблуждение можно сразу отсекать, потому что система, которую планируют устанавливать на подвижной состав трамвайно-троллейбусного управления, она различает правонарушителей, она различает там несколько десятков правонарушений. И это не там проезд, не только проезд на красный свет там, или еще что-то. Там очень много параметров, по которым в автоматическом режиме происходит фиксация правонарушений. То есть это не миф, что с помощью видеокамер можно снимать только выезд за стоп-линию на перекрестке и фиксировать превышение скорости. При должном количестве, при должном подходе и количестве используемых технологий можно практически любое правонарушение, которое совершается на дорогах, его можно выявлять и выписывать штраф совершенно спокойно. Так себе и представляю, что произошла авария, люди объезжают по трамвайным путям, едет трамвай, фиксирует все это как правонарушение. А дорога, например, занята, есть выбор или в пробке всем стоять, или разъехаться. Ну, ради бога, хорошо, если хочешь проехать, объехать пробку и нарушить тем самым правила дорожного движения, заплати за это, какие проблемы. Это вопрос неотвратимости. Это не совсем нарушение, если ты вынужден здесь проехать. Нет, объезжают у нас препятствия с правой стороны. Почему с левой стороны по трамвайным рельсам? А вдруг нельзя? Ну, узкая дорога, например, на Ленина. Там вот две полосы и трамвайные пути. Если все, едь направо. Нету никаких исключений в правилах дорожного движения. Если есть требования, есть необходимые нормы, которые необходимо соблюдать. Все. Геннадий, вступайтесь. Вы сторонник закона, что нарушил человек, должен заплатить за это. Логика иногда, прямая, как рельсы. Да, но иногда такие ситуации бывают, что по неволе приходится, или ты будешь действовать согласно закону, ты создашь такую пробку на час, на два и на три. Или, значит, ты за секунду проехал, никому не повредив, никого не подрезав, говорится, закон нарушил, да, ты проехал так, но есть неоднозначные ситуации. То есть здесь сложно говорить, тем более в таком, значит, насыщенном транспортном городе, как город Екатеринбург, что сегодня, вот, пока мы ездили к Константину Васильевичу, мы попадали в разные ситуации. Плюс много молодых водителей, абсолютно не соблюдающих правила. И если пожилые водители, он старается ехать по правилам, как угодно, показывать поворот, когда многие не показывают, выезжают. Ситуация очень страшная, могу сказать. Но, тем не менее, вот раз мы говорим про соблюдение и несоблюдение правил дорожного движения, то есть пока ты едешь, пока ты иногда изредка нарушаешь правила дорожного движения, никому не создавая помех, ты закрываешь глаза на эти правила дорожного движения. Как только ты создаешь аварийную ситуацию, либо попадаешь в дорожно-транспортное происшествие, первым делом что делает такой автомобилист? Он достает правила дорожного движения и начинает читать. Ах, ты нарушил правила дорожного движения, ты там помял мне машину, давай, вот ты нарушил вот это, пошли там в ГАИ, будешь мне платить там деньги. Никто же не говорит, что ой, ну ладно, что бывает, нарушил, ну что тут всего там крыло 4000 рублей, у тебя зарплата 100. Ничего страшного, давай, поехали дальше. Это вообще, это даже не обсуждается. Дорога – это источник повышенной опасности, а дорога с трамваем – это источник повышенной опасности в квадрате. То есть, слушайте, а вам не кажется, что это какая-то система турникетов в метро? Ну, то есть тебе вроде бы можно проходить, но в случае чего тебя ударит. Почему не отделить физически трамвайные пути? Можно. Это и безопаснее будет, и полосы общественного транспорта, вот на Белинского, например. Полосы общественного... Ну, физически оградить полосу для общественного транспорта на Белинского нельзя. Ну, то есть как физически поставить бордюр, и чтобы там троллейбусы ездили? Ну, это просто отдельная вообще полоса получится. Это не просто полоса для общественного транспорта, это физическое отделение, но это бред. Для этого существует сплошная линия разметки, соответствующие знаки.
Понятно. Вот вы, когда ездили и снимали на телефон, ну, очень много видео было, ГАИ как-то в итоге реагировало? Был Конечно, какой-то толк? конечно. То есть, Что, если штрафовали этих людей? Да, если должный порядок соблюсти, то есть написать обращение, приложить видео, потом по требованию инспектора, если это будет необходимо, явиться в ГИБДД для письменной дачи показаний, объяснений, если у вас нету там электронной цифровой подписи. Это все потом уходит в суд. Возможно, что нужно будет явиться в суд для того, чтобы подтвердить свои слова. Но зачастую это не требуется. Если там речь идет там, не о вопросе там, лишать, не лишать водительского удостоверения, там, вот, то достаточно просто один раз прийти в ГАИ, написать объяснение, и дальше гаишники уже делают все сами. Они, как правило, делают следующим образом. Они уже сами в суд подаются от имени ГИБДД для того, чтобы заявителя как бы, ну, не заставлять его ходить, что в том числе в суд. Но хотя судья может попросить. Такой опыт был. А давайте посмотрим сумму ваших путешествий двухгодичных и сумму ваших хроник вот этих трамвайных сейчас под бодрую музыку. Ну вот, много всего красивого. Вы считали, на какую сумму в итоге оштрафовали этих людей? Нет, я не считал, потому что там были случаи, когда отказывали в вынесении решения, и там проходили сроки для повторного обращения. Тогда не было задачи, не задавался. Ну, если взять в среднем усредненно, то из 10 обращений, ну, наверное, 7-8 удовлетворяли, там были штрафы. Бывали случаи, когда я вообще даже не писал ничего, ГАИ по публикациям в СМИ или там из моих блогов они брали информацию, обращались, если, допустим, это говорим о государственных органах, там муниципальная власть, делали запрос в гараж, вызывали водителя, он писал объяснение, говорил, ну все, что уже, тут ничего не сделать. Слушайте, но есть же такой казус паркоматов, назовем его так, в Екатеринбурге, когда администрация поставила паркоматы, а ГАИ просто не реагирует. Там приходят какие-то бумажки, ну и чего? Платные парковки? Не слышали. Эвакуировать? Нет. Ну, штрафы? а вопрос в другом. Парковки, ладно, как бы там непонятка ситуация с этой ситуацией, но фото-видеофиксация же у нас же есть, установлены образца, сертифицированные и так далее. То есть тут уже никак не отъехать. Понятно. А вы, конечно, наверное, знакомы с опытом Европы. Там каким образом это решается? Это тоже устанавливают камеры, которые потом присылают тебе штраф? Да. Вообще там... Мне казалось, что там стационарные, а вот в том числе и стационарные. Ну, вообще Паркон, например, который ездит, например, и фиксирует припаркованные машины в зоне платной парковки, да, и сверяет их с оплатой и неоплатой парковки, это тоже как бы, ну, передвижная станция. Вот. В Европе немножко по-другому. Там вот эта вот культура соблюдения правил дорожного движения, она воспитывалась немножко раньше, чем у нас она начала воспитываться. То есть там это и есть культура. Ну и плюс неотвратимость наказания, о чем я уже говорил. То есть если ты там нарушаешь правила дорожного движения, ну вот действительно, будь готов, что из-за угла выйдет гаец, просто махнет тебя и выкатает тебе там штраф на 300 евро. У нас, во-первых, и штрафов таких при нет. этом создается интуитивно понятное то, о чем вы говорили, ситуация на дороге, когда ты не можешь заехать на полосу общественного транспорта, а иногда не можешь вообще заехать. Ну там, если это городская улица и нет возможности отгородить, то поставят вот такие встречные шипы. И ты, можешь проехать 1 метр, лишившись передних покрышек. Зачем ставить какие-то камеры, что-то какие-то штрафы присылать? Почему не подождите, это сосредоточиться варварство на огораживании? Зачем портить чужое имущество? То есть для чего? Это вообще это вандализм, я считаю. Ну, то есть если там какие-то шипы, там супервысокие бордюры, там, я не знаю, там отбойники на трамвае ставить, там это из фантазии там, некоторых моих читателей. Для чего? Мы живем в цивилизованном современном обществе.
давайте пользоваться технологиями, в конце концов. Если есть работающая система фиксации правонарушений, давайте будем использовать лучше работающую систему. Но максимум давайте обойдемся бордюрным камнем. Все. Все остальное это варварство. Ну, я бы не хотел, по крайней мере, это просто, мы сейчас рассуждаем с точки зрения пользователя общественного транспорта. Давайте порассуждаем. Давайте с точки зрения автомобилиста. Да, то есть было бы приятно тьма. автомобилисту получать там в борт, в зад, в бочину там, от трамвая только потому, что тот не соблюдает автомобилист не соблюдает правила дорожного движения. Ну, зачем это нужно? Есть цивилизованные способы работы с такими категориями. Давайте ими пользоваться. Ну, это правильно. У нас другой менталитет. Я сам лично за границей не был, но по отзывам, значит, друзей, знакомых, да, значит, случай. Человек оставил машину, ну, на нормальном месте, ушел. Приходит, значит, видит царапину на машине. Под дворничком лежит записочка. Извините, господин такой-то, мой номер телефона такой-то, я нечаянно стукнул вас, пожалуйста, любые претензии принимаю, страховку заплачу и прочее, прочее. Человек оставил машину на 5 минут, зашел в магазин, приходит, упал кирпич с крыши. Также, значит, понимаете, у человека, когда, значит, какое-то нарушение он сделал, где-то что-то, он обязательно сообщит даже человеку, владельцу другого автомобиля, который он повредил, который его не видел и не знает. То есть у них, или, значит, что-то, вот, значит, человек нарушил, ему под дворничек положили записочку. Мысль понятна, 90%, что да. он заплатит, а не удерет и не сбежит. Этого у нас, извините, в стране мы до этого еще... Ну, не хочу сказать, что все мы такие глупые, темные, невоспитанные. Вот. Нам надо еще до этого расти, расти и расти. Это Спасибо большое за этот разговор, Иван. У меня к вам только один последний вопрос. А у вас часто бывало, что трамваи разрисовывали снаружи? Ну или да, изнутри бывало. графички? На конечных станциях обычно в вечернее время суток бывает, что корму обычно разрисовывают, потому что меньше всего видно. И салон бывает, черкают. Мы просто в первой части программы говорили про граффити и про стрит-арт и задавали такой вопрос на сайте, где в городе уместнее всего стрит-арт. Большинство, 61%, считают, что в спальных районах на втором месте всюду, а на третьем месте нигде и на последнем в центре. Спасибо, что смотрели нас, спасибо за этот разговор.